Друзья, сегодня будем готовить одно из самых необычных и, наверное, одно из самых непривычных для азербайджанцев блюда. И это у нас будет окрошка. Вы скажете, удивил. Окрошка есть у азербайджанцев, и у нас есть отдельное название на это блюдо. Называем его или овдух, или дограмач, насколько я знаю. Друзья, но сегодняшняя окрошка, она будет крайне необычной. Помимо того, друзья, что она будет приготовлена не на гатыге, не на кефире, а на квасе. Так еще, друзья, в ней будет сегодня рыба, соленая рыба. Ну как, удивил? Окрошка в первую очередь это долгая и нудная нарезка. Будем нарезать наши овощи. В первую очередь нарежем картошку. Нарезаем все мелким кубиком, друзья. Теперь огурчики, друзья. Я не буду снимать кожуру. Мне кажется, с кожурой они как это сказать, более хрустящие получается. И без кожуры огурцы в окрошке через день уже превращаются, знаете, в такое, что-то такое размочаленное, да. А вот кожура, мне кажется, она как-то скрепляет структуру. Если она не горькая, я думаю, то кожуру можно использовать запросто. И теперь крошим на окрошку. Вот теперь, я думаю, огурцов достаточно. Все-таки основа окрошки это огурцы. Так. Теперь яйца. Это тоже обязательная составляющая окрошки. Друзья, вот нарезаю и думаю, бедные хозяйки, которые готовятся к новогоднему столу. Столичный салат. Сколько там нарезать надо? Ужас какой-то. Очень нудное дело. Осталась зелень. Зеленый лук. Так, зелень пока идет в отдельную посуду. Сейчас вы увидите почему. И укропчик.
Единственное, что, друзья, я не нашел редиску. Наверное, магазинов 5-6 сегодня объездил. На рынке даже был. Вернее, не, на рынке не был. Был в таком большом овощном магазине. И редиску не нашел. Редиски нету. Я знаю, что с редиской окрошка особенно хорошо получается. Ну, в общем, не нашел. Так, теперь что мы делаем, друзья? Зачем я сделал отдельно? Мы берем соль. И вот так. Это секрет русской окрошки, друзья. Это обязательное действие. Вот так зелень приминаем. А теперь уже сюда, в общую кучу. Все составляющие здесь, кроме мясной, так сказать, да. Ну, у нас сегодня не мясо, а рыба. Помните эту шамаечку, друзья? Моя вяленая, копченая. Сейчас вот мы ее будем использовать. Знаете, я поступлю сегодня хитро. Посмотрите, сколько у меня нарезано там для окрошки вот этой основы, да, так сказать. Значит, я окрошку на квасе делал один раз. Но не на рыбе. Рыбы там не было. И знаете, я вкус не совсем понял, потому что квас у меня был магазинный, сладкий квас. Я не скажу, что мне не понравилось, но как-то я не распробовал. Не распробовал. И за это, вот по этой причине, в том числе по этой причине, я решил сегодня приготовить эту окрошку еще раз. Но в этот раз, друзья, квас у меня домашний. Я уже делаю, наверное, не знаю, который раз делаю квас. Получается у меня неплохо. И он абсолютно не сладкий, там нет ни грамма сахара. Вот как раз окрошечный квас, он должен быть таким, без сахара. И в чем же хитрость? Значит, я делаю эту окрошку. Основа у окрошки одинаковая, как для окрошки на квасе, как для окрошки на кефире. То есть, все одно и то же. Я вот не рискну все залить это квасом, и у меня и кваса столько нету. Я это оставлю. Часть я сделаю на квасе, а большую часть я сделаю все-таки на кефире, на гатыге. Да, ну особо интересно мне, что получится вот с таким, с домашним, с кислым квасом. Он абсолютно не сладкий. Я думаю, должно быть вкусно. А тем более рыба, вот мне знаете, что показалось? С рыбой я никогда не делал. Эту окрошку еще называют или волжской, или еще говорят бурлацкой. То есть, вот, наверное, слышали, да, все бурлаки на Волге. Вот говорят, именно они делали вот такую рыбную окрошку из соленой рыбы. Там в основном шла тарашка, да? То есть, какая-то мелкая вяленая соленая рыба. Вот они ее использовали. И вот сегодня мы испытаем вот этот вот необычный и, я надеюсь, очень вкусный рецепт. Вы как понимаете, в окрошку у меня пойдут, конечно, только спинки. Потому что в спинках костей нету вообще. То есть ребрышки я туда не рискую, да, в окрошку добавлять. Только спинки пойдут. И я думаю, должно быть хорошо. Друзья, ребрышки, конечно же, я не выбрасываю. Посмотрите, какая красота. Это все у нас под пивко пойдет. Кто-то мне, кстати, из подписчиков вот буквально недавно посоветовал почистить шамайку вот таким вот методом. Берешь за хвост и вот так посередине, вот так тянешь. И вот она, рыба, по идее, да, то есть это не всегда, конечно, получается.
должна разделиться, но видите, на практике это не так просто оказывается. Должна разделиться вот на спинку и на тёшу. Нет, вот не так просто. Попробую еще одну с хвоста поделить. Вот по совету моего подписчика. Друзья, делится, ну все-таки не так качественно. Это, видать, от рыбы тоже зависит. От того, насколько она сухая. Еще хочу сегодня, пользуясь случаем, друзья, передать привет Мураду из Грозного. Мурад, салам! Салам, друг, спасибо, что смотришь меня. Спасибо, что активно комментируешь. Большой привет тебе и всему Грозному, всем, кто меня смотрит. Всем салам. Ну все, я думаю, друзья, мне это точно на тарелку, даже на 2 тарелки хватит. А дальше посмотрим. Так, теперь хорошенько перемешаем. Ой, какой запах пошел. Запах свежести. Смотрите, как красиво, да, действительно. Это моя большая тарелка. Так, теперь рыбка. Вот так прям пальчиками. То есть нарезать ее вовсе не обязательно. Это все спинки, друзья. Все спинки, посмотрите. Все спинки. Деликатесная вещь. Я думаю, хватит. Теперь заливаем вот этим домашним, еще раз повторяю, не сладким, холодным квасом. Вот так. Слушайте, выглядит обалденно. Выглядит супер. И последний штрих, друзья, это сметанка. Вот такую вот добрую ложечку. Первый раз пробую такую окрошку. Загадываю желание. Друзья, это такая вещь, знаете, что-то вроде чего? Из серии тех блюд, которые понимаешь не сразу. Как маслины маринованные. Они же не сразу нравятся, кто первый раз пробует. Еще есть пару вещей, уже забыл. Вот вещь, которую ты сразу не понял, но постепенно влюбляешь вот в этот вкус. Очень необычное сочетание. Соленая рыба с кислым квасом. Очень хорошо они сочетаются. Друзья, реально вкусно. Ну, опять повторяю, это вкус, который может не сразу дойти до человека, но вещь интересная. Как мне кажется, здесь основное условие, чтобы квас был кислый. Ни в коем случае не сладкий. То, что я делал первый раз со сладким квасом, я не скажу, что мне не понравилось. Ну, все-таки что-то было странно. А вот здесь, то, что он кислый, и вот эта рыба соленая, сочетание бомбовое. Ну и, конечно, должен быть холодным. У меня появилась еще одна идея для следующего видео. В следующем видео я покажу вам, как я делаю квас. Это очень просто и очень вкусно.
Вот с таким хлебом ржаным. Он такой, знаете, не черный, какой-то серый. Мне кажется, очень будет вкусно. И сытнее уже, конечно. Рыбка прямо преображает этот вкус. Добавлю еще. Значит, волжские рыбаки знали, что делали, друзья. Вот с такой рыбой, с мелкой, соленой, в принципе, не обязательно мелкой, можно и из крупного леща сделать. С соленой рыбой очень необычно и вкусно. Друзья, давайте я еще свой квас отдельно попробую. Посмотрите какой. Ваше здоровье. Очень вкусно. Друзья, вот такое видео, я считаю, очень удачное. Вот мне лично понравилось. Для меня это открытие. Сегодня мы вместе с вами открыли для себя вот это, я считаю, великое блюдо русской кухни. Очень необычное. Оно вот именно своей необычностью и берет. А если привыкнешь к этому, подсядешь вот на этот вкус, будете делать всегда. Не знаю, мне очень понравилось. Так что пробуйте, экспериментируйте. Это все интересно, несложно. И наслаждайтесь новым для себя вкусом. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.